Всем привет! Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня вяжем крючком. Предлагаю вам вот такой вариант летнего жакета. Кофточка на пуговицах. Связана красивым, простым ажурным узором. Со стороны спины. Вид сбоку. И также я хочу поделиться с вами схемами вязания. Вот эти схемы появятся чуть позже на моем канале, который находится на Яндекс.Дзен. Название канала «Вязание крючком» Елена Ермина. Ссылку на мой канал я вам оставила в описании под видео, и также ссылка есть в шапке канала YouTube. Для вязания я предлагаю вам выбрать пряжу из летней серии и мои рекомендации. Идеальная пряжа для вязания Анна 16 в 100 граммах 530 метров. Это 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Торговая марка Сиам. Я ее вяжу крючком номер 2, либо 1,75. Прекрасная пряжа для вязания данной модели Fila Discosi номер 5. Тоже 100% мерсеризованный хлопок. Здесь у нас метраж в одном мотке 226 метров в 50 граммах. И если вы начинающая вязальщица, не любите вязать из тонкой пряжи, то выбирайте пряжу Baby Cotton. 100% египетский мягкий хлопок в 50 граммах, 180 метров. Это итальянская коллекция. Производитель Кутнор. Крючок номер 2,25. Все ссылки на пряжу, крючки я вам оставила в описании под этим видео. И также ссылку на интернет-магазин, где я заказываю пряжу. Также со своими зрительницами, подписчицами делюсь специальным промокодом на скидку, размер скидки 5%. Раппорт узора 4 ряда. В основу раппорта входит 1, 2, 3, 4 ряды. Ширина одного раппорта 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Количество набранных петель, если вы будете вязать узор по кругу, должно быть кратное 6. Если вы будете вязать узор прямыми обратными рядами, то количество петель должно быть кратное 6, плюс одну петлю набираем дополнительно для симметрии узора. Мы сейчас вместе с вами свяжем образец узора, состоящий из 2 раппортов. Ширина одного раппорта 6 петель. 6 умножаем на 2, получаем 12. 12 петель для 2 раппортов. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. И плюс одну петлю набираем дополнительно для симметрии узора. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Подъема. Далее от конца цепочки мы отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В основании 7 петли провязываем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же 7 петлю провязываем 2 столбик с одним накидом. Далее пропускаем 2 петли цепочки. 1, 2, в 3 петлю вяжем столбик с одним накидом. Пропускаем 2 петли цепочки. 1, 2, в 3 петлю провязываем столбик с одним накидом. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же петлю, где мы вязали с вами столбик с одним накидом, провязываем 2 столбик с одним накидом. Пропускаю 2 петли. 1, 2. И в 3 петлю провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, закончили вязать с вами первый ряд. Мы должны при вязании узора туда и обратно начинать и заканчивать ряд всегда одинаково. Давайте разберем сейчас, из чего же у нас состоит один раппорт. 6 петель. В основу раппорта входит элемент галочка. Это 2 столбика с одним накидом с общим основанием, и между столбиками цепочка 3 воздушные петли и столбик с одним накидом.
Далее вот этот следующий элемент, галочка, это начало уже второго раппорта. Значит, от галочки до следующей галочки вот эти элементы, это у нас основа одного раппорта из 6 петель. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из 3 воздушных петель провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Связали элемент из 5 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петля. Поверх цепочки из 3 воздушных петель провязываем следующий раппорт, состоящий из 5 столбиков с одним накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная петля. Находим первую петлю от столбика и в основании этой петли провязываем 1 столбик с одним накидом. Здесь, значит, у нас в основу раппорта входит 5 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля. Снова следующий раппорт: 5 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля. Третий ряд. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в вершину столбика с одним накидом первого под косичку ввожу крючок, провязываем 1 столбик с одним накидом. Пропускаю 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, в вершину третьего. Крючок ввожу под косичку, под переднюю заднюю стенку. Провязываем 1 столбик с одним накидом. Поверх цепочки из 1 воздушной петли вяжем 1 столбик с одним накидом. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в это же место поверх цепочки из 1 воздушной петли провязываем 2 столбик с одним накидом. Пропускаю 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, в вершину третьего. Крючок ввожу под косичку. Вяжем 1 столбик с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд. Находим первую петлю от столбика и в основании этой петли провязываем сначала 1 столбик с одним накидом, далее 1 воздушная петля и в это же место вяжем 2 столбик с одним накидом. Вяжем крайний ряд раппорта, 4. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из 1 воздушной петли провязываем 2 столбика с одним накидом. С учетом 3 петель подъема провязано 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. Поверх цепочки из 3 петель провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 1 воздушная петля. Поверх цепочки вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. То есть у нас получается связано в начале ряда и в конце по 3 столбика с одним накидом. Мы сейчас с вами связали 1 раппорт узора в высоту и 2 раппорта в ширину.
Основа раппорта 6 петель, 4 ряда. Вид узора с одной стороны и вид узора с другой стороны. Лицевая сторона узора в данном случае там, где мы вязали с вами все нечетные, то есть все четные ряды. Вот по этой стороне мы провязали с вами второй ряд, и там, где вяжется второй ряд, четвертый ряд, это лицевая сторона узора. Там, где вяжется первый ряд, третий ряд, это изнаночная сторона узора. Давайте сейчас свяжем пятый ряд вместе. Я вам покажу, как перейти от одного раппорта к другому. Пятый ряд вяжется точно так же, как первый ряд. И пятый ряд – это первый ряд второго раппорта. 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание на другую сторону. Находим цепочку из одной воздушной петли. Поверх цепочки провязали первый столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. В это же место провязываем второй столбик с одним накидом. Пропускаю 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, и в вершину третьего провязали 1 столбик с одним накидом. Поверх цепочки из одной воздушной петли вяжем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. В это же место вяжем второй столбик с одним накидом. Заканчиваем вязать ряд. Находим первую петлю от столбика, либо это третья петля подъема. Провязали 1 столбик с одним накидом. Все, связали пятый ряд. Далее, для того, чтобы продолжить вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания второго ряда и все время повторяете со 2 по 5 ряд включительно. То есть в основу раппорта входит 2, 3, 4, 5 ряды. И снова 2, 3, 4, 5 и так далее. Вяжите на нужную вам необходимую длину. Если вы будете вязать данную модель кофточки, жакета на пуговицах, рекомендую связать вам образец. Ширина образца 10 сантиметров, высота образца 10 сантиметров, для того, чтобы правильно и верно рассчитать необходимое количество петель и раппортов на свой размер. Ну и, конечно же, выбрать самый красивый образец узора из пряжи. И только после этого приступайте к вязанию основного изделия. Сначала вяжутся образцы, подбирается пряжа, чтобы узор смотрелся красиво и эффектно. Из какой попало пряжи не вяжем. Сначала выбираем пряжу правильно, а потом только вяжем изделие. Ну и сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов по вязанию крючком и спицами. Выбирайте любую модель, которая вам больше всего понравилась, и вы в комментариях под этим видео пишите, какой мастер-класс вы желаете получить. Все эти мастер-классы готовы, давно уже отсняты, и вы можете присоединиться к вязанию в любой момент, в любое время. Пишите в комментариях название мастер-класса, я вам обязательно отвечу, как его получить. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят попетельные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер, от 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов.
Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный. Состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать? Пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с точным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка», либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать незабудку». Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать васильковое поле». Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх.
Круглая кокетка можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Может связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса – видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.